Привет! В этом видео я предлагаю сшить простынь для взрослой кровати. Простынь идет на резинке, и сейчас я расскажу, как рассчитать простынь для любого матраса. Итак, матрас у меня размером 2 метра на 160 сантиметров. Это мой матрас. К 2 метрам я прибавляю высоту матраса, это 15 сантиметров. Также я прибавляю по 5 сантиметров, это пойдет на кулиску и на то, чтобы простынь подогнулась под матрас. Этого будет вполне достаточно. И также прибавляем к 160 сантиметров. С одной стороны 15 плюс 5 и с другой стороны. Итого получается, на мой матрас нужно выкроить 240 на 2 метра. Ткань я возьму 100% хлопок, сатин. Я сложила ткань пополам и на уголках сделала вырезы в виде квадратиков 17 на 17 сантиметров. Итак, просто мы будем шить без оверлока. По лицевой стороне друг к другу складываем и практически в самый край, отступая примерно 0,3 мм, прокладываем строчку на машинке. Теперь мы выворачиваем наизнанку и хорошо отутюживаем. После того, как отутюжили, нам нужно проложить строчку на расстояние 0,5 см от края. Кромку я срежу, я ее специально так раскроила, потом она у меня срежется. Вы сразу ее срезаете, кромку, потому что она совершенно другой плотности, может испортить изделие. Я ее срежу сейчас. И вот такой у нас получается обработанный уголок без оверлока. Так делаем со всеми 4 уголками. Ниточки подрезаем. Теперь снова хорошо нужно отутюжить. И вот такой аккуратный у нас получается уголок. Теперь будем сшивать резинку. Я сшиваю резинку сразу. Так намного удобнее, быстрее. Лицом вниз укладываем простынь. Резинку я возьму 1 сантиметр. Можно брать 0,8 либо 1 сантиметр, самое оптимальное. Немножечко подворачиваю и еще раз подворачиваю. В начале строчки ставим закрепку, чтобы резинка не убежала. И уже таким образом мы подворачиваем резинку вовнутрь и ее растягиваем равномерно. Резинке потребуется примерно половина периметра вашего матраса. В зависимости от того, как вы будете ее натягивать, сильнее либо послабже. И все, и прокладываем строчку прямо по резинке. И вот такая сборка у нас получается. Резинка никогда не перекрутится, и вставлять туда ее не нужно. Очень быстро и аккуратно все получается. Подвернули ткань, и теперь натягиваем резинку и помогаем второй рукой, прокладываем строчку. Теперь, когда мы с вами доходим до начала строчки, там где мы начинали, лишнюю резинку мы будем отрезать, а тот краешек, который остался, его немного натягиваем и также прячем под ткань. Немножечко останется у нас прямое место, но ничего страшного, это будет совсем незаметно и эстетично смотреться. Вот что должно получиться. Начало и конец строчки. Такая вот аккуратная у нас просто получается очень быстрый и простой способ. Не нужно мучиться вставлять резинку в кулиску. Сразу резиночка идет уже внутри кулиски, и она, самое главное, что не перекрутится у вас никогда. Простынь наша готова. Пойдемте ее примерять на матрас. Вот так выглядит простынь на моем матрасе. Наволочки я уже к ней тоже сшила, наволочки с ушками. Смотрите также видео на моем канале. И если вам было полезно и понравилось это видео, поддержите меня лайками и комментариями. До новых встреч, всем пока!